Российский центр науки и культуры на Кипре продолжает серию мастер-классов для подготовки к светлому празднику Пасхи. Вчера у нас состоялось 2 замечательных, очень интересных мастер-класса по народным промыслам. Вместе с знакомимся ремесленное подворье. Мы научились раскрашивать яйца народными методами писанка и вощанка. А сегодня наш мастер-класс направлен больше на детскую аудиторию. Мы подготовим пасхальные открытки. Как мы объявляли в наших... Меня зовут Эльфида Харламович, и мы вместе с вами сделаем 3 вида пасхальных открыток. Мы объявляли вам заранее, что нам понадобится цветная бумага, а еще лучше, если у вас есть бумага с рисунками. Такие наборы есть в продаже. Это картонки, и на них очень удобно из них делать разные поделки, вырезать, клеить. То, что мы сделаем. Первая наша открытка будет лужайка с пасхальными яйцами. Мы взяли один лист картона. Вот я взяла зеленый, хотя это не обязательно. В комплекте трафаретов, которые мы вам прислали, есть вот такой трафарет, где все яйца одинаковые. Мы вырезали одно яйцо из трафарета, и по нему мы начинаем вырезать из разных картонов пасхальные яйца. Что же делать, если у нас нету картонов с рисунками? Ну что ж, мы разрежем картоны разных цветов и потом их раскрасим, что будет еще лучше. Вот я подготовила, чтобы не тратить время, 4. И с вами мы вырежем еще 1 5. Давайте выберем красивый цвет, который подойдет нашему. Вот такие есть наборы в продаже. Вот можно сделать такое темненькое одно яичко. Давайте вырежем его. Берем 1 трафарет или одно уже вырезанное яйцо. Есть 2 метода, как мы можем его вырезать. Можно его вырезать ножницами, что это будет удобнее для более маленьких ребят. А постарше детки и родители могут сделать это ножиком. Что лучше, не могу вам сказать, если не пробовала оба. И так получается очень хорошо. Мы накладываем на бумагу наш трафарет, вырезаем. Посмотрим, вырезается, вырезается. С одной стороны. С другой стороны. У нас получилось еще одно яичко. В итоге у нас сейчас 5 яиц, которые у нас лягут на наши лужайки. Мы приклеиваем наши яички прямо, разложим так, чтобы цвета были распределены красиво.
Ну, я сначала приклею в нашем ряду второе и четвертое яичко. Они у нас будут как бы во втором ряду. И потом мы сделаем первый раз центральное яичко. И два сбоку. И вот как расположились наши яички. Перед ними будет зеленая травка, конечно, лужайка, поэтому мы возьмем гофрированную бумагу, зеленую. Конечно, я понимаю, что у всех у нас сейчас не все материалы есть дома, это вполне нормально. Мы разрежем ее чуть потоньше. И из нее мы разрежем ее на небольшие кусочки. Вот такого приблизительного размера. Всю эту нашу полоску ширина это, ну, где-то 4 сантиметра. Мы приклеим. Видите, она не совсем ровно порезана, это не страшно, потому что мы из нее будем делать травку. Мы приклеим ее перед нашими яичками. Сейчас мы это сделаем. Создавая складочки. Посмотрите, я приклеила сюда складочку. Вот так я сейчас доработаю до конца.
Последний кусочек. Немножко. Вот. Мы сделали ряд из гофрированной бумаги, а сейчас ножничками мы сделаем много-много-много надрезов, которые нам сделают эффект травки на лужайке. Вот у нас получилась наша травка на лужайке. А внизу мы все это прикроем красивым кусочком нашей бумаги. Мы сейчас вырежем прямо. В домашних условиях не всегда удобно, но мы сейчас делаем все дома, потому что мы должны беречь себя и беречь тех, кого мы любим. Вот такое у нас сейчас обрамление. Вот такое получилось у нас обрамление нашей лички. И мы все открыточки, на все открыточки привяжем ленточку. И те, кому мы их подарим, смогут их повесить у себя дома. И тепло вашей любви, которое вы приложите для того, чтобы создать эту открытку, будет долго их согревать. Одну дырочку педагога. Делаем дырочку. Это у нас зеленая дырочка. Делаем зеленую ленточку.
мы завершили нашу первую открыточку. Следующая наша открыточка тоже будет с пасхальными яйцами. Они у нас будут висеть на ленточке. Я использовала из трафаретов, которые вам были предоставлены. Посмотрите, вот, есть один трафарет, в котором есть несколько размеров яиц. Я использовала яйцо номер 3, этот размер. Использовала ленточку более такую, как рафия. Не совсем рафия, но более бумажную, чем тесьму, которую я использовала, шелковую, использовала в первой открытке. На эту ленточку, на эту тесьму мы вырежем несколько яиц, и ее, я не вижу ваш чат, я посмотрю его. Так. Вот, несколько яичек, и мы ее приклеим к нашей открытке. Вот у нас яичко номер 1. Мы завязываем узелок над дырочкой. Дырочку делаем дыроколом. Яичко номер 2 у нас. Сейчас посмотрим, какие у нас есть цвета. Нам нужно еще одно вырезать. Я использую для нашей этой открытки вот такого цвета бумагу. Кашон. Вырежем дырочку здесь. Вырежем дырочку здесь. Здесь, как я сказала, я оставила одно, чтобы вырезать вместе с вами. Давайте выберем цвет. Еще вот такое. Сделаем наш трафарет. Здесь красивые цветочки. Вот, мы получили еще одно, последнее наше. Значит, мы начали с синего, потом мы сделаем красное, розовое. Два.
3 уже у нас. Ленточка, у нас ленточка. И последний, 5-я ленточка. Будет, конечно, очень интересно, если вы, ребята, сами раскрасите эти яйца. И желательно, чтобы каждая из них имела другой рисунок. Чтобы имел свой характер. Вы можете взять просто цветной картон, вырезать с помощью мамы и папы яички, и потом каждый разрисовать. И обязательно на каждой открытке надо написать пожелание. Тем более в такие дни, когда мы не можем общаться спокойно с бабушками, с дедушками, мы, кто постарше, с родителями, мы можем написать наши самые душевные пожелания, написать на открытке, и оно будет их долго согревать. Посмотрите, вот мы сделали наши 5 яиц на ленточке. Сейчас мы ленточку приклеим с внутренней стороны. Так, чтобы они немного висели. Мы подсушим, конечно же, клей. Сейчас мы отрежем кончики. Пригладим. Вот, приклеили мы кончики. Посмотрите, наши яички висят. Мне, например, в эти дни, когда уже больше месяца я не видела свою маму, я хочу посадить эту открытку моей маме. Поэтому я напишу красивым фломастером, наверное, красным. Дорогая мама, поздравляю со светлым праздником Пасхи. Давайте напишем. Вы можете посвятить открытки своей бабушке, дедушке. Обязательно написать им пока фотографию, когда мы скоро встретимся с нашими любимыми снова, мы сможем им отдать
чтобы они навсегда хранили ваша любовь, ваше теплое отношение к ней. Наша третья открыточка будет чуть-чуть более сложная. У меня поэтому она есть в готовом виде. Вот, мы сейчас делаем ее в других цветах. Мы сделаем с вами пасхального зайчика. Для этого моя открытка будет вот такого красивого синенького цвета с сердечками. Сейчас, что мы потерялись? Смотрите, нашу работу лучше. Я начинаем с личика. Вырезаем личико на белой бумаге или белом картоне. И я использую для этого губочный трафарет номер 1. Вот, получилось у нас такое яичко. В нем мы, используя край любой бумаги, вырезаем прямой угол. Голова нашего зайчика будет более широкая часть нашего яйца. То есть мы вырежем угол на более тонкой части, так, чтобы, вот видите, оно у нас поместилось. Вот так. Этот уголочек вырезаем. Я поставила его вот так на лист бумаги. И и да. Мы приклеиваем наши угол к нижнему углу вот этому углу. Вот здесь приклеиваем наше личико нашего зайчика. Вот, мы приклеили. Теперь мы берем трафарет номер 2. Но вырезаем его чуть-чуть более продолговато. То есть я сначала вырезала яичко, как оно есть в трафарете номер 2, а потом чуть-чуть прижала краешки, чтобы они стали больше похожи на ушки. Вот у меня 2 ушка. И приклеиваю. Я отрежу чуть-чуть нижнюю часть ушка. Вот так.
приклеиваю одно ушко. Весь мусор, ребята, мы собираем в одну мисочку, чтобы маме не делать больше забот по дому. У нее и так сейчас идет приготовление к Пасхе. Да, она все уже успела вчера, в чистый понедельник, весь дом вычистить. Вы, наверное, же все покрасили яички, да? Поэтому мы работаем бережно, чтобы нам не создавать больше хлопот. Второе ушко. Или мы второе ушко. Уже немного стало походить на зайчика, да? Но еще у нас много что предстоит. Внутри ушка, посмотрите, в этот зайчик у меня они были розовенькие ушки, а в этом зайчике я решила сделать их зелеными. Мы трафаретом номер 3 также чуть-чуть продолговатой форме. Нет, скорее всего, это трафарет номер 4. Вот он еще более-менее. Трафарет номер 4. Вырезаем из цветной бумаги внутреннюю часть ушка нашего любимого зайчика. У меня будет с ромашкой. И вот я такую бумагу использую. У нас попала ромашечка. Делаем его также чуть поуже. Вот, посмотрите, вот такая была форма. Я сейчас срежу чуть-чуть с одной стороны. С другой стороны. И из этой же бумаги мы вырежем кругленький носик для нашего зайчика. Сделаем ему его, наверное, зеленым. Кругленький, конечно, чуть-чуть овальненький.
приклеиваем наш носик. Вот мы уже становимся похожим на зайчика, правда? Сейчас мы будем рисовать зайчику усики и глазки. Мы берем тонкий. А до этого нарисуем нашему зайчику щечки розовым карандашиком. Легко-легко. Сильно не надавливаем. Румяный зайчик наш. И теперь тонким синим тонкой частью. Если это тонким черным фломастером, делаем нашему зайчику усики и глаз. Вот. Но у нас зайчик не простой, а зайчик у нас нарядный. И сейчас же Пасха, поэтому мы ему сделаем обязательно на ушко бантик. Отрезаем шелковую тесьму. Делаем из него бантик. Бантик. Приклеиваем наш бантик на ушко нашему зайчику. И вот он у нас уже совсем нарядный. И сделаем также, помните, мы делаем ленточки, бантики, углы. Делаем в углу бантики, для того, чтобы нашу открыточку можно было повесить и на нее смотреть. Сейчас мы сделаем большой бантик. Делаем. Вот наша открыточка. Посмотрите, какая она красивая. И кому вы бы хотели ее посвятить, детки? Я предлагаю посвятить ее и подарить своей любимой учительнице. Мы посидели дома первой недели, это, может, даже было интересно, но сейчас я уверена, что вы все скучаете по школе, скучаете
по своим одноклассникам, по своим друзьям и, конечно же, по своим учителям. А они тоже скучают по вам, потому что вся жизнь педагогов, учителей, она вертится вокруг их учеников. Они очень любят видеть, как вы растете. Поэтому вот эту открытку я предлагаю открыть и внутри написать своей любимой учительнице пасхальное поздравление. Мы с вами взяли, ребята, 3 открытки. Одну с зайчиком, одну с яичками, которые висят на ленточке, и одну с лужайкой. С лужайкой со справкой. Вот справка подсохла, мы ее можем чуть-чуть так вот подшить, чтобы было видно, что это справочка. Вот. Яички на лужайке. У вас сегодня будет очень интересный день. Я бы очень хотела, чтобы вы нам прислали фотографии ваших открыток. Мы обязательно из них сделаем большой коллаж. И я думаю, что этот мастер-класс появится скоро в YouTube. Вы сможете еще раз его посмотреть и создать свои открытки. Пришлите нам. Там будет ссылка на наш сайт. Я отвечу на все ваши вопросы, помогу вам со всем, что вам надо будет. Пришлю еще раз трафареты, если надо будет. Я очень-очень хочу увидеть ваши открытки. Дорогие ребята, с наступающим праздником Светлой Пасхи, дорогие родители, спасибо за то, что вы были с нами сегодня. И я надеюсь, что мы еще не один раз с вами встретимся как в режиме онлайн, так и вживую. До свидания.